Вот представьте, солнышко блестит, трава зеленеет, вы никого не трогаете, но слышите какой-то звук и вы видите вот это. Захватывает, да? Некоторые из вас уже могли догадаться, про какой аддон я сегодня расскажу. Если вкратце, мод добавляет пару уровней из кампании Half-Life 2, на которых за вами будет постоянно гнаться G-Man с целью вас убить. Он будет злобно на вас смотреть, телепортироваться за вашу спину и возникать в тех местах, в которых вы меньше всего этого ожидаете. Звучит как идеальная завязка для хоррор-мода, но на самом деле его погони больше смешат, нежели чем пугают, и я вам это докажу. Каждый раз, когда на экране будет появляться G-Man, я буду вставлять Вайн Бум саунд-эффект или другой из того же разряда. Проходить я буду с модом Half-Life 2 Settings, который будет давать мне полоску со стаминой и другие фичи Half-Life 2. Вот я запускаю первую предложенную карту, и меня встречает G-Man с его стандартным приветствием в начале игры. Правда, в один момент он решил замолчать и просто пялиться на меня во время катсцены. Тут я, конечно, ощутил первую нотку саспенса, ведь в скором времени G-Man просто продолжил говорить, как ни в чем не бывало. Все идет как обычно. Я начинаю оглядываться в поиске G-Man, но его нигде нет. Наблюдаю за вартигонтом уборщиком, и вдруг... Я, конечно, пытаюсь с ним взаимодействовать, но резко темнеющий экран подсказывает мне, что дружить с G-Man не стоит, а его маниакальная походка за мной окончательно пускает меня в бег. Два гражданских неудобно блокируют мой проход, и мне приходится дать одному в затылок, чтобы он подвинулся. И не зря, ведь G-Man был прямо позади меня. Я пытаюсь протиснуться в огромной толпе хоть куда-нибудь. Бедную женщину даже почти расплющивает из-за скриптов. К моему удивлению, G-Man решает пойти другим путем, оставляя меня в покое. Далее мы, как обычно, идем за Барни. По пути нам снова, конечно, попадается он, готовый засосать в пучину черного экрана, если стоять к нему слишком близко. Дверь, как обычно, открывается и она не открывается. Заставляем дверь открыться и проходим внутрь. Далее Барни связывается с Кляйнером. Пропустим этот диалог и идем на выход. Из технического помещения на нас вылезает G-Man. И, наверное, он мог бы нас испугать, если бы умел карабкаться по лестнице. В него можно покидать кучу мусора или побить его пару раз, но так или иначе придется идти дальше по сюжету. Подходим к классическому моменту халфы, и да, он выходит из автомата с газировкой. Тут я по какой-то причине не мог подобрать банку, чтобы быстро ее выбросить в мусорку. Поэтому я запаниковал и начал бегать вокруг G-Man и давать тумаков полицейскому в надежде, что что-то из этого выйдет. Мне все-таки удалось его разозлить и воспользоваться моментом, чтобы проскочить мимо него. Я выхожу на главную плазу, думая, что G-Man тоже тут выйдет из какого-нибудь неожиданного места. Но играл я в этот момент без наушников и просто не услышал, как он все это время просто бежал за мной по пятам. Пробегая мимо метрокопа, которому почему-то плевать на бегающих гражданских, совсем не как на типичных Half-Life 2 RP серверах, прыгаем на лестницу и наслаждаемся передышкой. G-Man, очевидно, недоволен. Передышка, впрочем, не особо длинная, поскольку сразу же после этого он появляется за патрулем ГО и снова начинает за нами гнаться. Подбегаем к чекпоинту и... Is it really that time again? А если серьезно, то кроме черного экрана ничего больше и нет. Видимо, разраб забыл перенести нас на главный экран. Переходим на другую карту, которая встречает нас... Я даже не знаю, как это назвать. Если мы сядем в транспорт, то мы все же попадем на уровень. Вдоволь наплававшись, мы идем по сценарию вперед. Time, Dr. Freeman? И снова на наши глаза попадает он. Тут мне пришла гениальнейшая идея завалить G-Man из пулемета, и, на мое удивление, у него даже не было 1000 хп, и умер он очень быстро. Впрочем, за ним умер и я, потому что G-Man убивать нельзя по правилам Господним. Я побегал от него пару минут, и мне даже удалось подпереть его, поставив перед ним 3 бочки, которые он не смог протолкнуть. Он поправил галстук, выразив тем самым презрение ко мне и физике Сурс, а я пошел дальше. Встречает нас Джудит Моссман и он. Нет, это не G-Man. Вот это G-Man. Разумеется, потом он исчезает.
Мы идем дальше вместе с Джудит и... Да что ж такое-то? Я надеюсь, что Джудит будет идти быстрее, потому что с такой скоростью нас очень быстро догонит Джига. Как вы могли понять, Джудит тут очень много болтает, пока Джимен бегает за нами туда-сюда. Даже подпереть его с помощью коробок и бочек не получается, потому что он достаточно умен, чтобы их раскидать. После непродолжительной погони туда-сюда мы все-таки попадаем в лифт. Джимен всем своим видом говорит, что мы и Джудит умрем в муках, мы начинаем движение вниз, и я не буду комментировать, я просто вставлю вам музыку. Мы успешно доезжаем, но и тут нам не дают расслабиться. Опять из белой стены выходит Джимен, и всем присутствующим почему-то глубоко плевать на происходящее. Видимо, Джимен тут настолько часто заставляет работников комплекса прыгать на хрупкую аппаратуру как макака, что его уже просто начали игнорировать. Впрочем, я действительно почувствовал себя гением среди приматов, потому что смог забраться туда, где Джимен меня точно не достанет. Однако и тут он смог переиграть мое переигрывание, ведь у Джимена есть способность тыкнуть пальцем, и неведомая сила, словно шваброй, выталкивает меня с безопасного места, обратно в лапы человека в костюме. Кому бы я ни прибегал, им было абсолютно пофиг на меня и на мое поведение, больше смахивающее на бешеную макаку, нежели чем физика ядерщика. Но спустя пару минут такой клоунады, Алекс все-таки открыла мне дверь, и я поспешил за ней. Выйдя в новую комнату, я начал осматривать ее на предмет противника, и я его нашел. Однако я смог эволюционировать в человека разумного и успел подпереть его двумя бочками, что были неподалеку. Моя гордость за себя была неизмерима. Джимен был крайне недоволен, что только улучшало мое настроение. Победителем я направился к выходу и с ужасом обнаружил, что Джимен уже начал выбираться из моей ловушки. Хорошо, что Алекс уже нажимала кнопки, чтобы открыть внешнюю дверь к комплексу. И нажимала, и нажимала, и нажимала. Внезапно до меня дошло, что уже я попал в ловушку Джимена. Последняя предложенная карта на прохождение — Равенхольм. Здесь Джимен уже не церемонится и начинает бежать за игроком с самого начала. Все, что остается делать, спидранить вперед как можно быстрее, ведь на любые попытки подпереть Джимена он отвечает дезинтеграцией всего живого и неживого. Впрочем, побегульки от Джимена на этом уровне хоть и сопровождаются крутыми эффектами, но, как мне показалось, тут больше придется отстреливать зомби и вспоминать, как решать ту или иную головоломку. В отличие от прошлых уровней, в нем нет уже никаких смешных прикольчиков, а представляет он из себя просто немного усложненную версию обычной карты Равенхольма, где за вами помимо зомбей гонится еще и какой-то человек в строгом костюме. После успешного прохождения всех пазлов, кто бы мог подумать, мы снова оказываемся в неубегаемой ловушке, где нас хватает он, произнося свою коронную фразу. Is it really that time again? Если вы прошли все карты, то не спешите удалять аддон, ибо разработчик добавил неофициальные достижения, которые можно получить самому себе, если очень сильно захотеть. Разработчик предлагает вам испытания разного характера. К примеру, можно просто убить Джимена или умереть в автомате с газировкой. Ну так, чисто по приколу. А еще можно попробовать найти призрак Барни на одной из карт. Или вообще получить скрытую концовку на карте Train Station 2. Ее я, кстати, смог найти самостоятельно. Если интересно, сейчас я покажу, как ее получить. Вот на этом моменте необходимо затриггерить Джимена, чтобы он телепортировался к нам за забор, а потом взять и перепрыгнуть обратно. Далее нужно вернуться в самое начало уровня, где нас ждет довольно-таки саспенсовая сцена. I'm hurting, Gordon. В общем и целом, я бы сказал, что в аддоне есть прикольные карты, но пока что их довольно мало, чтобы составить какое-то вменяемое впечатление. Возможно, свое мнение сможет составить приглашенный эксперт по гемод-мапмейкингу Руслан Connection. Я позвал его поиграть в Garry's Mod, ничего не рассказав про этот аддон, который я собираюсь ему включить. Его реакция выглядела примерно вот так. Ну вот просто, значит, я хочу посмотреть, как ты будешь просто проходить вот эту вот ничем не измененную кампанию Half-Life 2, да? Чё? Хилана. Я не хочу никуда идти, я просто буду пить. Да блин, ладно, Банки я бутылку. пустые, видишь, у них нет жидкости. Ну чё бы ты, блин. И чё он там?
Ну, да погоди ты Закрой. Я не могу Что-то Гомес застрял. Почему? Почему застрял? Он не должен... Почему он застрял? Почему он застрял? Он не должен застревать. За тобой. Не понял. Еще раз, заново. Начни заново. Так. Тейк 2. Но он стоит, он умеет. Он не может. Эта хрень не рассчитана на мультиплеер. Ты нарвался на единственный скример, который тут мы могли получить в таком состоянии. О, погнали. Пошла. Йоу. Йо. Бля, дай. Что за говно? Оно бежит. Он не сможет пройти. Ты уверен? Боже, что он слева? Что? Что-то он, да. Что-то он очень плох. О, смотри, патруль. Там явно Да. ничего. Тут явно никакого скрипта. Что? Чуваки, спасите, вы увидите? Надеюсь, это не я одного вижу. Руслан, беги! Нет, не меня! Ой-ой-ой! О боже, он бежит. Sometimes I'm dream about cheese. Чего? Он дверь открывать умеет. Давай. Что? Он слишком умен. Да нифига не умен, просто приходится автоматически там. Он за тобой теперь бежит. Все правильно, он бежит за тобой. Боже мой. Боже, он не может пройти через зомби. Да, он имбецил. О, он телепортировался. Тебя убил, что ли? Смотри, что он делает. Ё-моё, ну ты... Че? Ну, вообще насрать. Ну, ага. Ему пофиг. Да блин, да иди ты в жопу. Нет! Спасибо. Я круче, чем Гордон Фриман, у меня гребаный реконнекшн, какого хрена ты здесь делаешь? Привет, дорогой мужчина. А, нет, все, он бежит за тобой. И что ты будешь делать, мистер Джимен? Че? А, нет. Телепортировался. Я в какую-то жопу телепортировался. О, нет. Нас ожидает кое-что очень плохое. Да. Переход на другой уровень. Угу. Делай. Нажми вот на это. Теперь обратно, друг. Is it really that time again? Что ты смог выбраться? Как? На этом, пожалуй, все. Если вас заинтересовал мод, то предлагаю вам скачать его самим и поиграть, ведь он бесплатен. Можете также посмотреть другие ролики на этом канале, особенно рекомендую к просмотру Машиниму для всей семьи. Мы очень над ней старались. Отдельное спасибо Diffusion, а.к.а. Набукатян, за то, что подсказал про сегодняшний мод.